Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой отпуск в Болгарии и ваш выбор пал на золотые пески? Но сомнения остаются, не слишком ли здесь шумно для вашей семьи? Соответствует ли качество ценам? И вообще, стоит ли ехать на золотые пески в этом году? Посмотрев это видео, вы получите все ответы на ваши вопросы. Ну что, давайте начнем. В этом видео мы разберем каждый аспект курорта «Золотые пески». От цен и жилья до моря, пляжей, развлечений и, конечно, всех за и против. Я поделюсь своим опытом и дам вам только проверенную, актуальную информацию на этот год. После этого выпуска у вас не останется сомнений, а только четкое понимание, ваш ли этот курорт мечты. Ну что, вы готовы к честному разговору о золотых песках? Тогда поехали. Золотые пески. Кратко о главном. Факты, цифры и первый сюрприз от курорта. Добро пожаловать на Золотые пески. Это не просто курорт, это целая история, уходящая корнями в середину прошлого века. Представьте, здесь рядом с одноименным национальным парком на площади более 1300 гектаров расположен этот удивительный уголок Болгарии. Открытый в 1957 году, Золотые пески очень быстро завоевали сердца туристов, став новым магнитом для европейцев. Здесь отдыхали и местные звезды, и именитые иностранные гости. Это было по-настоящему модное место. Но чем же Золотые пески особенно выделяются на фоне других болгарских гигантов? В отличие от того же Солнечного берега, Золотые пески сумели избежать чрезмерной застройки. Здесь не просто впихнули отель за отелем. Курорт сохранил естественный природный баланс. Это не просто маркетинговый слоган, это реальность. Золотистые песчаные пляжи, кристально чистое море и живописные леса национального парка. Все это создает уникальную атмосферу. Это не просто место для тусовок, это идеальная локация для тех, кто ищет отдых и релаксацию на природе, но при этом хочет иметь доступ к развитой инфраструктуре. И вот он, первый сюрприз от курорта, о котором многие не догадываются. Золотые пески – это не только пляжи и вечеринки. Это еще и здравница с уникальными минеральными источниками, которые расположены прямо в парке. Некоторые отели используют эту термальную воду в своих спа-центрах. Так что помимо моря здесь можно получить еще и оздоровительный эффект. А теперь, когда мы разобрались с общими фактами, давайте перейдем к самому важному вопросу, который волнует каждого туриста. Когда же лучше всего ехать на Золотые пески? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Климат на Золотых песках – это отдельная песня. Он мягкий и приятный, и это не пустые слова. Здесь нет изнуряющих пиков жары, как на некоторых средиземноморских курортах, благодаря близости к лесу и морскому бризу. Давайте разберем по месяцам, чего ждать. В мае средняя температура воды в море около 15 градусов. Это еще прохладно, идеально для прогулок и первых солнечных ванн. Уже в июне вода прогревается до комфортных 20,5 градусов. Это отличный месяц для тех, кто не любит сильную жару, но хочет полноценно купаться. Курорт только начинает набирать обороты. Июль – пик сезона. Средняя температура воздуха здесь около 24,5 градусов. Но по ощущениям часто теплее. Море уже как парное молоко. И, наконец, август. Это самый теплый месяц для моря. Вода прогревается до потрясающих 25,5 градусов. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды здесь сегодня. Так, 25,5. И, конечно, наш личный замер воды показал, что в конце июля, начале августа она действительно самая комфортная. Но есть и нюансы моря, о которых стоит знать заранее. Пляжи здесь, как мы уже говорили, покрыты золотистым, очень мелким и чистым песком. Многие считают его одним из лучших в Европе. А теперь внимание! Важный момент для родителей с детьми. Вход в море на Золотых песках не пологий. Глубина нарастает довольно быстро. Буквально через несколько метров от берега вода может быть по грудь взрослому человеку. Поэтому с маленькими детьми нужно быть особенно осторожными и не отпускать их ни на минуту. В этом плане Золотые пески отличаются от многих других болгарских курортов, где море очень мелкого берега. Это не минус, а скорее особенность, о которой нужно знать. И еще один момент. Поскольку здесь нет защищенных бухт, иногда на море бывает волнение.
Сегодня, например, когда мы снимали, были волны, и вода, как видите, не совсем прозрачная, но обычно здесь отличное качество воды. Дно преимущественно песчаное, но приготовьте, что иногда под ногами будет попадаться мелкая галька и ракушки. Это естественная часть морского дна. Подводный мир золотых песков. Есть ли жизнь под волнами? Многих, кто любит плавать с маской, интересует, а что же там под водой на золотых песках? Могу сказать сразу, это не Красное море с его кораллами и рифами, но жизнь здесь есть. Как добраться на золотые пески? Все способы: самолет, автобус, своя машина. Итак, с чего начинается любое путешествие? Правильно, с дороги. И добраться до Золотых песков совсем не сложно, ведь курорт имеет отличное транспортное сообщение. Самый быстрый и удобный способ – это самолет, конечно. Ближайший к Золотым пескам аэропорт находится в Варне, и это всего лишь около 25 километров от курорта. Представьте, уже через полчаса после приземления вы можете быть на пляже. Если вы предпочитаете автобусное сообщение или уже находитесь в Болгарии, то автовокзал города Варны, Автогара, обслуживает регулярные маршруты со всеми крупными городами страны. Автовокзал расположен очень удобно, недалеко от крупного торгового центра Гранд Молл, так что по прибытию можно сразу совместить приятное с полезным. А для любителей путешествий на поезде хорошая новость. До железнодорожного вокзала в Варне всего 18 километров. Оттуда также легко добраться до Золотых песков на такси или общественном транспорте. Но что, если вы путешествуете на своей машине? Это дает вам максимальную свободу. Дороги к Золотым пескам в целом хорошие. Однако будьте готовы к тому, что в пик сезона могут быть пробки, особенно на подъездах к курорту. А теперь лайфхак. Как добраться на общественном транспорте? Из Варны на Золотые пески ходят городские автобусы номер 9, 109 и 409. Автобус номер 409 особенно удобен, так как он связывает напрямую аэропорт с курортом. И здесь кроется секрет экономии. Цена билета на такой автобус около 1 евро или примерно 2 лева за поездку в одну сторону, если покупать у водителя. Но при покупке через мобильное приложение Ticket Varna часовой билет может обойтись всего в 50 евроцентов. Представьте, полчаса поездки за пол-евро. Это же просто подарок. Жилье на Золотых песках. Цены. Итак, вы приехали. Куда поселиться? Золотые пески предлагают огромный выбор жилья на любой вкус и кошелек. От роскошных 5-звездочных отелей до уютных апартаментов. Давайте разбираться с ценами на этот год и тем, где искать. Начну сразу с главного. Цены на размещение подросли. И это важно учитывать при планировании бюджета. Если вы ищете бюджетный вариант, то цены на простые номера стартуют примерно от 36 евро за ночь. В прошлом году можно было найти от 33 евро, то есть мы видим рост примерно на 9-10%. Это обычная инфляция. Но настоящий ценовой скачок показали отели на первой линии. Если в 2024 году номер здесь можно было найти от 33 евро, то этим летом цены стартуют уже от 48 евро. Это почти на 45% дороже. Готовьтесь, за вид на море придется доплатить. Система «Все включено» по-прежнему популярна. Двухместный номер в отеле 3 звезды в пик сезона обойдется вам примерно от 94 евро в сутки. Чем выше категория отеля и ближе к морю, тем, разумеется, дороже. А что насчет апартаментов? Это отличный вариант для семей или тех, кто любит готовить сам и ценит свободу. Мы специально поискали и нашли апартамент за 18 евро за ночь на двоих. Да, это реальная цена, но это, скорее всего, будет студия или однокомнатный вариант, возможно, не в самом центре. Средние цены на апартаменты по курорту составляют 65-70 евро. Где искать? Конечно, используйте привычный Booking и Airbnb. Но не забывайте и о местных болгарских сайтах по аренде. Иногда там можно найти более выгодные предложения. Для тех, кто влюбился в Золотые пески и задумывается о чем-то большем, чем просто отдых, например, о покупке недвижимости, здесь тоже есть большой выбор. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии начинаются примерно от 32 тысяч евро, а на двухкомнатные от 70 тысяч евро. Инфраструктура и сервис, что предлагает курорт для комфортного отдыха. Золотые пески – это не просто набор отелей, это полноценный курорт со всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха. Здесь вам не придется скучать или искать что-то за пределами курорта. Во-первых, про финансы. На курорте много банкоматов. Снять наличные абсолютно не проблема. Это удобно, так как не везде можно расплатиться картой, особенно в небольших сувенирных лавках или уличных кафе. Во-вторых, шопинг и предметы первой необходимости. Здесь полно магазинов одежды, сувенирных лавок, магазинов пляжных принадлежностей, от купальников до надувных кругов. Если вдруг что-то забыли дома, найдете без проблем. И, конечно, на курорте есть аптеки, что очень важно.
Дорожки и тротуары на курорте в целом ухоженные, есть места для прогулок. Хотя, как мы увидим позже, есть и свои особенности, связанные с рельефом. Питание на Золотых Песках. А теперь о самом вкусном, о питании. На Золотых Песках вас ждет огромный выбор заведений общепита на любой вкус и бюджет. От роскошных ресторанов до уютных кафе и фастфуда. Только представьте, некоторые кафе находятся прямо на пляже. Это так здорово, можно пообедать, не отрываясь от моря, наслаждаясь морским бризом и видом. Многие отели также предлагают собственное питание, включая полный пансион или популярную систему «Все включено». Это удобно, если вы не хотите заморачиваться с поиском еды. Но есть и секрет экономии, о котором не все знают. Если вы предпочитаете сами готовить или просто хотите сэкономить на продуктах, то покупать их в маленьких магазинчиках на курорте невыгодно. Цены там часто завышены. Наш лайфхак. Съездите на автобусе в Варну. Там вы найдете крупные сетевые супермаркеты Lidl, Kaufland, Billa, Metro, где можно отовариться по минимальным ценам. Автобусы ходят регулярно, и это занимает не так много времени. На моем канале, кстати, есть подробные обзоры всех популярных сетей продуктовых магазинов в Болгарии. Обязательно посмотрите их перед поездкой. Ну и, конечно, самое интересное – средние цены на общепит на Золотых Песках по нашим наблюдениям на этот год. Традиционная шкембе чорба – густой мясной суп. Около 10 левов, приблизительно 5 евро. Дюнер из курицы средний 13 левов, 6,5 евро. Большой 15 левов, 7,5 евро. Отличный вариант для быстрого и сытного перекуса. Куриный бургер 15 левов или 7,5 евро. Рыбный дюнер 18 левов или 9 евро. Свежая рыба всегда в почете на побережье. Паста болоньезе 15 левов или 7,5 евро. Бургер из телятины 15 левов или 7,5 евро. Как видите, цены вполне адекватны для курорта. Можно найти варианты на любой бюджет, главное знать, где искать. Пляжи Золотых Песков. Обзор и наши рекомендации. Ну что ж, а теперь сердце любого морского курорта. Его пляжи. И Золотые Пески, как следует из названия, могут похвастаться по-настоящему роскошным песчаным берегом. Здесь вы найдете тот самый золотистый песок, мелкий, чистый, который так приятно ощущать под ногами. Мы уже говорили, что многие считают его одним из лучших в Европе. Что касается правил, на пляжах часто стоят таблички, запрещающие вход со своей едой и напитками. Имейте это в виду. Это сделано для поддержания чистоты и для того, чтобы вы пользовались услугами пляжных баров. А теперь о качестве. Пляж Золотых Песков неоднократно получал престижное международное отличие «Голубой флаг». И я с радостью подтверждаю, что в этом году пляж продолжает радовать своих посетителей этим знаком качества. Это означает высокие стандарты чистоты, безопасности и экологии. А вот и результаты свежих анализов воды. Это отличные показатели. Вода безопасна для купания. Еще один приятный момент. На Золотых Песках есть душ, но работает ли он? Сейчас мы с вами проверим. Работает. Доступ на пляже абсолютно бесплатный, а спасатели следят за безопасностью отдыхающих. Это огромный плюс. Вы можете спокойно расположиться на своем полотенце. Конечно, можно взять на прокат зонтик и шезлонг, но здесь есть важный момент, который нас удивил. Нам показалось, что свободных зон стало намного меньше, чем платных. Это означает, что для комфортного размещения со своим полотенцем придется поискать место. И о ценах на пляжный инвентарь. Здесь они немного выше, чем, скажем, в Созополе. Зонтик 6 евро, шезлонг также 6 евро, а вот матрас 2 евро. Итого за комплект из зонтика и 2 шезлонгов придется отдать 18 евро в день. Учитывайте это в своем бюджете. Развлечения и досуг, что посмотреть на Золотых Песках и рядом. Золотые Пески – это то место, где скучать точно не придется. Вас ждут удивительные приключения и незабываемые впечатления. Давайте посмотрим, чем можно заняться и что интересного можно здесь увидеть. Начнем с классики. Прокатиться на таком курортном паровозике – это уже само по себе развлечение, особенно для детей. Стоимость проезда 2,5 евро в одну сторону. Колесо обозрения. В самом центре курорта возвышается огромное колесо обозрения. Обязательно поднимитесь на него, чтобы насладиться потрясающим панорамным видом на море, зеленый парк и весь курорт. Особенно на закате или вечером, когда загораются огни. А если вы любитель водных приключений, то Золотые Пески – ваш рай. Курорт славится своим разнообразием водных развлечений. От безумных водных горок в аквапарке до захватывающего дайвинга. Здесь найдется что-то для каждого. Попробуйте аттракцион «Октопус». Это 30 левов, 15 евро. Катание на банане тоже 30 левов. Для любителей скорости водный мотоцикл 100 левов, 50 евро за 15 минут. А для самых смелых парасейлинг 100 левов,
50 евро, чтобы насладиться видом на курорт с высоты птичьего полета. Хотите исследовать курорт со своей скоростью? Возьмите в аренду электроскутер или автомобиль. Цены вполне разумные, и это отличный способ добраться до отдаленных пляжей или ближайших достопримечательностей. А для любителей адреналина есть картинг-клуб с собственной трассой. Почувствуйте скорость и острые повороты. Но Золотые Пески – это не только пляжи и активный досуг. Рядом с курортом есть и культурные, и природные достопримечательности. В нескольких километрах находится живописная часовня святого Иоанна Крестителя, а также уникальный скальный монастырь Аладжа, древний пещерный монастырь, высеченный прямо в скале. Обязательно посетите это очень атмосферное место. И, конечно, сам природный парк Золотые Пески. Здесь проложено 5 размеченных пешеходных маршрутов, где вы сможете насладиться тишиной, чистым воздухом и потрясающими видами. Как видите, список развлечений и достопримечательностей просто огромный. Каждый найдет что-то для себя. Безопасность на Золотых Песках. Мифы и реальность. Как отдыхать спокойно. Вопрос безопасности всегда стоит остро, когда мы планируем отпуск. И здесь, на Золотых Песках, я могу сказать, безопасность обычно выше, чем на других, более шумных курортах, таких как Солнечный берег. Однако это не повод расслабляться полностью. Всегда рекомендуется соблюдать элементарные меры предосторожности, которые актуальны для любого туристического места. Не оставляйте без присмотра ценные вещи на пляже. Если вы идете купаться всей компанией, договоритесь, кто останется присмотреть за вещами. В отеле рекомендуется хранить ценные вещи в сейфе. Это поможет обезопасить их от кражи. Большинство отелей предоставляет эту услугу. И еще один момент, касающийся финансовой безопасности. Обмен валюты. На курорте много обменных пунктов. Курс на евро сегодня на момент съемки был 1 лев 90 стотинок за 1 евро. На доллар 1 лев 61 стотинка. Всегда проверяйте курс до того, как отдаете деньги. И старайтесь менять деньги в официальных обменниках или банках, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Помните, даже на самых безопасных курортах всегда стоит быть бдительным и соблюдать предосторожность. Наслаждайтесь отдыхом на Золотых Песках, но будьте внимательны. И еще одна проблема, которая обострилась – это парковка. Если раньше с ней было проще, то сейчас с ростом числа туристов на автомобилях найти место становится все сложнее. Эвакуаторы работают активно, поэтому об этом нужно знать заранее. В целом, Золотые Пески стали более комфортными и разнообразными, предлагая отдых не только молодежи, но и семьям. Однако важно учитывать, что ростом популярности растут и цены, и некоторые инфраструктурные вызовы, такие как парковка. Главный плюс Золотых Песков, за что его выбирают тысячи туристов. Итак, мы разобрали детали, а теперь давайте суммируем, почему же тысячи, а то и миллионы туристов из года в год выбирают Золотые Пески. Вот главные преимущества. Первое. Чистое море и голубой флаг. Это не просто слова. Близость к природному парку обеспечивает идеальную экологию, а ежегодное подтверждение голубого флага – гарантия чистейшей воды и ухоженных пляжей. Здесь вы получите настоящий целебный эффект от морского воздуха и воздушных ванн. Второе. Изумительный золотой песок. Мелкий, чистый, комфортный. И он действительно золотой. Третье. Большой выбор жилья на любой бюджет. От ультрабюджетных апартаментов до 5-звездочных отелей. Все включено. Здесь каждый найдет что-то для себя. Четвертое. Развита инфраструктура курорта. Аптеки, магазины, банкоматы, медпункты. Все необходимое для комфортного отдыха у вас под рукой. Вам не придется куда-то ехать, чтобы решить бытовые вопросы. Пятое. Огромный выбор заведений общепита. От традиционной болгарской кухни до международных ресторанов. От фастфуда до изысканных заведений на первой линии. Вы сможете наслаждаться разнообразной кухней и уютными ресторанами каждый день. Шестое. Хорошее и доступное транспортное сообщение. Курорт легко доступен как на личном, так и на общественном транспорте из Варны и аэропорта. Автобусы ходят часто и по очень выгодной цене, особенно если пользоваться приложением. Седьмое. Близость к Варне и возможности для шопинга. Если вы захотите посетить крупный город, сделать выгодные покупки в больших супермаркетах или насладиться городскими развлечениями, городской автобус быстро доставит вас туда. Восьмое. Богатство, достопримечательности и экскурсии рядом. Природный парк, Аладжа, монастырь, Балчик, Несебр, Золотые Пески – отличная отправная точка для исследования Северного Черноморья Болгарии. Девятое. Активная ночная жизнь. Если вы любите вечеринки и клубы, то Золотые Пески предложат вам множество вариантов для веселого досуга до самого утра. Как видите, причин выбрать Золотые Пески очень много. Но, конечно, как у любого курорта, здесь есть и свои нюансы. Основные минусы Золотых Песков. К чему быть готовым? Мы всегда за честность. Поэтому давайте поговорим и о тех особенностях Золотых Песков, о которых стоит знать заранее, чтобы ваш отдых не был омрачен неприятными сюрпризами. Неровный рельеф и перепады высот.
это, пожалуй, один из главных моментов. Если ваш отель находится не на первой линии, а в глубине курорта или на возвышенности, вам придется спускаться к морю с горы, а потом забираться обратно. Это может быть немного утомительным, особенно в жару и для людей с ограниченными возможностями. Но есть и плюс – это отличная тренировка, а с высоты открываются потрясающие виды. Глубокое море и частые волны. Как мы уже говорили, вход в море здесь не пологий, глубина нарастает быстро. А поскольку нет естественных бухт, иногда бывают довольно большие волны. Это может быть весело для взрослых и подростков, но для семей с маленькими детьми нужно быть особенно осторожными и не спускать глаз с малышей. Проблема с парковкой для отдыхающих на своем авто. Если вы путешествуете на своей машине, будьте готовы к тому, что с парковкой на курорте очень сложно. Общественные паркинги в пик сезона всегда заняты, и цена на них в центре составляет 3 лева, 1,5 евро за час. Мы рекомендуем при бронировании искать отель, который предоставляет свою собственную парковку. Внимание, хитрость ательеров. Некоторые отели на Booking могут указывать наличие парковки, но по факту ее либо нет, либо она заполнена, либо находится в нескольких километрах от отеля. Поэтому обязательно читайте свежие отзывы об отеле перед бронированием. Активно работает эвакуатор. Неправильно припаркованную машину забирают быстро, а это штраф и потеря времени. Лучше используйте платные парковки или добивайтесь места в отеле. Меньше свободных пляжных зон. Нам показалось, что свободных зон, где можно постелить свое полотенце, стало намного меньше, чем платных с шезлонгами и зонтиками. Это означает, что придется либо платить за комфорт, либо поискать менее людные участки пляжа. Цены выше, чем на менее популярных курортах. Золотые пески – это популярный и престижный курорт, и цены здесь соответствуют статусу. Жилье, питание, развлечения – все это может быть дороже, чем в более бюджетных местах Болгарии, таких как Созополь или Царево. Как видите, минусы не критичны, но их обязательно нужно учитывать при планировании поездки, ведь предупрежден, значит вооружен. Золотые пески за кадром. Я видела золотые пески с разных сторон, и могу сказать, что этот курорт весьма вызывает у меня смешанные, но очень яркие эмоции. С одной стороны, да, это шумный, многолюдный курорт в сезон. Но, с другой стороны, здесь есть какая-то неповторимая энергия. Это место, где можно почувствовать себя частью большого праздника. И меня всегда поражало, как органично здесь соседствует эта активная жизнь и великолепная нетронутая природа природного парка. Это уникальный контраст. Мои секретные места на Золотых песках, одно из них – это тропинки в глубине природного парка, подальше от основных маршрутов. Там можно найти абсолютную тишину, вдохнуть целебный воздух и полюбоваться на море сверху, без толпы. И еще небольшой уютный ресторанчик с видом на море, чуть в стороне от центральной набережной, где подают потрясающую свежую рыбу. Называть его не буду, пусть это останется нашей маленькой тайной, чтобы там всегда было свободно. Золотые пески – это курорт, который нужно почувствовать. Он может быть разным для каждого, и именно в этом его прелесть. Итоги. Золотые пески – наш вердикт и главные советы перед поездкой. Итак, друзья, мы с вами совершили полное погружение в мир Золотых песков. Пришло время подвести итоги и вынести наш вердикт. Золотые пески в этом году – это динамичный, развивающийся курорт, который предлагает гораздо больше, чем просто ночную жизнь. Это сочетание великолепных пляжей, развитой инфраструктуры, природных красот и множество развлечений. Он идеально подойдет для тех, кто ищет активный, насыщенный отдых, готов к оживленной атмосфере и ценит близость к природе. Семьям с подростками и детьми постарше здесь будет комфортно, если правильно выбрать жилье. А вот семьям с совсем маленькими детьми или тем, кто ищет уединения, стоит присмотреться к более спокойным уголкам курорта или другим местам. Хотите поддержать канал и получить больше? Становитесь спонсором. Вы сами можете выбрать подходящий уровень, в зависимости от ваших возможностей и желаемых бонусов. Кнопка «Спонсировать» ниже. Мои главные советы перед поездкой на Золотые пески. Первое. Планируйте заранее. Бронируйте жилье заранее, особенно если едете в пик сезона, и внимательно читайте отзывы, особенно про парковку, если вы на машине. Второе. Планируйте свой бюджет внимательно. Цены подросли, но, зная наши лайфхаки по питанию и транспорту, вы сможете сэкономить. Третье. Используйте приложение Ticket Varna. Это ваша палочка-выручалочка для дешевых поездок в Варну. Четвертое. Будьте бдительны с парковкой. Если вы на авто, ищите отель со своей парковкой или готовьтесь к платным стоянкам. Пятый. Берегите детей на пляже. Помните о быстром наборе глубины. Шестой. Не бойтесь исследовать. Отправляйтесь в природный парк, съездите на экскурсии. Золотые пески – это не только пляж. Интересно, а были ли вы на Золотых песках? Что вам понравилось или не понравилось? Обязательно пишите свои мысли и опыт в комментариях.
Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!